I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Сара Роуз Людеман. Сара Роуз Людеман родилась 7 декабря 1990 года. Она была поздним и единственным ребенком в своей семье. Родители Сары, Чарльз и Гей Людеманы, 16 лет ждали ее появления на свет. К моменту рождения Сары они переехали из Нью-Йорка в Пинелас-Парк, штат Флорида, чтобы начать свою новую жизнь в тихом уголке с теплым климатом. В детстве Сара имела избыточный вес и подвергалась насмешкам со стороны других детей. Из-за этого у девочки еще в раннем возрасте начались проблемы с самооценкой и застенчивостью. Ее самым близким другом был отец. Они оба любили музыку, ходили вместе на концерты и подолгу пели песни в его машине. Мужчина работал таксистом и часто брал Сару с собой. Когда она повзрослела и ее сверстницы стали обзаводиться парами, девушка все еще не сильно интересовалась парнями. Ее подруга Эмбер говорила, Саре никогда не нужен был парень, чтобы быть счастливой. Сара Людеман училась в средней школе Тарпан-Спрингс и планировала стать ветеринаром. Ее родители были невероятно этому рады, поскольку выбор такой благородной профессии лишний раз доказывал, что их дочь была человеком с доброй душой. Рэйчел Мари Уэйд. На той же улице, где всю свою жизнь жила Сара, взрослела еще одна девочка. Рэйчел Мари Уэйд родилась 27 февраля 1990 года. По словам ее отца и матери, Барри и Джанет Уэйд, она была счастливым и спокойным ребенком. Маленькая Рэйчел любила принцесс Диснея, много читала и рисовала. Она легко заводила друзей и привлекала к себе внимание, вспоминала ее мама Джанет. Все девочки хотели быть похожими на нее, и она нравилась всем мальчикам. Но что-то резко изменилось, когда Рэйчел исполнилось 15 лет, и проявилась темная сторона ее характера. Рэйчел стала раздражительной, постоянно ссорилась с родителями, особенно с матерью, из-за комендантского часа, друзей, одежды и вообще по любому поводу, который ее злил. А когда Рэйчел казалось, что все идет не так, как она хочет, она сбегала из дома через окна своей спальни. Будучи подростком, она хотела гулять всю ночь, поэтому часто ночевала в машинах своих знакомых или на шезлонгах рядом с общественными бассейнами. Первые несколько раз Барри и Джанет отправлялись на поиски дочери и возвращали ее домой. Но когда случаи побегов участились, родители Рэйчел стали вызывать полицию. Это происходило так часто, что полицейские из Пинелас-Парка стали очень хорошо знакомы с семьей Уэйдов. Вскоре Уэйды поняли, что главная проблема их дочери – мальчики. Она была без ума от мальчиков и готова была на все, чтобы понравиться им. И как только Рэйчел чувствовала, что добилась своего, даже если это был просто секс без обязательств, она становилась одержимой этим парнем до тех пор, пока не встречала другого. К началу 2007 года родители Рэйчел уже были сыты по горло. Девушка начала бросаться угрозами в сторону отца и матери, нападать на них, а когда сбегала из дома, то даже не пыталась соврать, что была с подругой, и не давала никаких объяснений, где и с кем она провела ночь. Незадолго до своего 17-летия Рэйчел сказала родителям, что переезжает к парню. Они даже не попытались ее остановить, ведь это было бесполезно. Но отношения Рэйчел с ее сожителем оказались такими же нестабильными, как и с другими парнями. Их дом часто посещала полиция из-за бытовых конфликтов. В конце концов, эти отношения тоже исчерпали себя и закончились на плохой ноте, но Рэйчел не слишком расстроилась по этому поводу. Вероятно, такие разные девушки, как Сара Людеман и Рэйчел Уайт, никогда бы не пересеклись, если бы в их жизни не появился Джошуа Камачо, парень, который нужен был им обеим. Джошуа Камачо. Джошуа был хорошо известен в кругу своих сверстников в Пинелас-Парке, по большей части из-за его популярности среди девушек. Он почти всегда встречался с несколькими одновременно и параллельно поддерживал связь с девушкой, которая родила от него ребенка. Джошуа имел стройное тело, темные вьющиеся волосы
и очень любил позировать для фото, напрягать бицепсы, демонстрировать пистолет, хвастаться татуировками. Такие высокомерные, самовлюбленные парни, как он, вряд ли заслужили бы даже второго взгляда со стороны женского пола, но только не в Пенелос-парке. Здесь почти каждая была счастлива услышать от Джошуа его очередную клятву вечной и чистой любви. При этом те, кто все же вступал с ним в отношения, оказывались под его жестким контролем и начинали сражаться с соперницами за право быть единственной. Драки в общественных местах, полные ненависти текстовые сообщения и телефонные звонки с угрозами были обычным явлением среди девушек Камачо. Но однажды Джош, как его называли, зашел слишком далеко. Хоть он и не вонзил нож в чье-либо сердце буквально, в конце концов его руки навсегда остались запятнаны кровью возлюбленной. Первая и последняя любовь Сары Людеман. В жизни образцовой девочки-подростка Сары Людеман все изменилось летом после 10 класса. В то время она стала часто выбираться из дома со своей подругой Эмбер. Когда они вместе обедали в местной сети быстрого питания Chick-fil-A, Сара впервые встретила Джоша. Парень помахал ей, а затем подмигнул. Она влюбилась в него в ту же секунду, вспоминала Эмбер. Молодой человек представился и рассказал, что учится в старших классах школы Пенелос-парк и подрабатывает в этом ресторане. Так как Сара была не очень популярна среди мальчиков, внимание Джошуа Камачо заставило ее влюбиться в него по уши. «Он позволил мне почувствовать себя особенной», — сказала Сара своим родителям, когда они усомнились в ее любви к мальчику, который, очевидно, не любил никого, кроме себя, и встречался только с девушками, достаточно доверчивыми, чтобы попасть в его сети обмана. 2 месяца спустя Сара сообщила маме, что не уверена, что по-прежнему хочет стать ветеринаром. Она хотела только одного – быть поближе к Джошу. Осенью она перешла в его школу, и у них начались отношения. Людеманы были недовольны решением Сары, но, будучи мудрыми и терпеливыми родителями, они не препятствовали ей в надежде, что дочь когда-нибудь осознает, что ей нужен кто-то другой. «Ничего не поделаешь с влюбленной девочкой-подростком», — говорил ее отец Чарльз. Он не мог разлучить пару, поэтому старался сблизиться с Джошем, чтобы присматривать за ним, удерживая тем самым в поле зрения дочь. Джоша стали приглашать на совместные ужины, брали с собой на спортивные матчи. Но вряд ли ему это было достаточно интересно, когда вокруг оставалось столько свободных девушек. Друзья Сары также были обеспокоены переменами в ее жизни. Сара начала носить закрытую одежду, даже когда на улице стояла жара. И все потому, что Джош не хотел, чтобы другие парни на нее смотрели. Он контролировал ее, говорил, с кем она может общаться, а с кем нет. В конце концов, Сара начала проводить все свое время только с Джошем. Она понимала, что он пользуется ею, но никогда не думала закончить отношения, говорила ее подруга. Если бы у нее были другие парни, она бы знала, каково это – расстаться и пережить это. Но когда твоя первая любовь случается в 18 лет, все воспринимается иначе. Тогда близкие Сары не знали о еще одной большой проблеме. Эту проблему звали Рэйчел Уэйт. Любовный треугольник Сары, Рэйчел и Джошуа. Рэйчел познакомилась с Джошем через своего бывшего парня, и как только они расстались, она начала согревать постель Камачо. Вскоре она бросила школу, устроилась официанткой в Applebee's и сняла отдельную квартиру. Никто не мог контролировать ее жизнь. Опять же, кроме Джоша. Но Рэйчел была не единственной. У Джоша была Сара Людеман и Эрин Слотауэр, мать его ребенка. В какой-то период Джош успешно справлялся с тем, чтобы держать под контролем общение сразу с 3 женщинами. У Сары был комендантский час в 23:00, а Рэйчел заканчивала работать в Applebee's как раз в это время. Эрин, в свою очередь, всегда была рада Джону и прощала ему любые измены. Несколько раз Джош расставался с Рэйчел, но это только усиливало желание девушки вернуть его расположение. Обычно их бурные отношения возобновлялись после того, как Рэйчел оставляла на его странице в MySpace безумные, бессвязные сообщения о том, что она его забыла, ненавидит или нашла другого, а в особо мрачные дни все 3 варианта. Вскоре отношения Джоша с Сарой тоже начали давать трещину. Его измены перестали быть для нее тайной. Кроме того, Камачо стал поднимать на нее руку, но Сара никогда не заявляла об этом в полицию. Она любила Джоша и хотела удержать его любой ценой. Зная об изменах Джоша, Сара и Рэйчел направляли весь свой гнев друг на друга. Они по очереди отправляли бранные СМС и голосовые сообщения с угрозами.
разрезали шины, били стекла автомобилей и совершали множество других наивных и бессмысленных поступков. И все это ради парня, который не воспринимал всерьез ни одну из своих подруг. Однако угрозы Рэйчел всегда носили более жестокий характер, чем выпады Сары. Когда однажды Сара выложила фотографию с Джошем, она тут же получила голосовое сообщение от Рэйчел. «Пожалуйста, скажи мне, тупица Сара, зачем ты разместила на MySpace новую фотографию, на которой вы с Джоном на пляже? Серьезно, я говорила тебе быть осторожней и не общаться с ним. Я гарантирую тебе, что я тебя убью, и я тебя предупреждаю». Сара Людеман никогда не удаляла эти сообщения. Позже они сыграют важную роль в вынесении приговора девушке, которая действительно сдержит свое обещание. Он того не стоил. 14 апреля 2009 года отец Сары Людеман забирал дочь из школы. Ее глаза вновь были красными. Она плакала почти каждый день и за последнее время очень сильно похудела. Мужчина попытался обнять своего ребенка, но Сара отстранилась. Вернувшись домой, девушка зашла на MySpace и поняла, что Джон снова встречается с Рэйчел. Она отправила Джошу несколько сообщений. «Как бы то ни было, Джош, ты так злишься на меня за все, но тебе плевать, когда она что-то выкладывает или говорит. Ты всегда ей веришь. Как будто, что бы я ни делала, она всегда намного лучше. Мы ссоримся только из-за нее или из-за чего-то связанного с ней. И это отстой, я ненавижу ссориться с тобой. Я так тебя люблю, но это так больно. Ты говоришь, что любишь меня, но у тебя даже не хватает порядочности написать мне ответное сообщение». После долгого молчания, около 8 часов вечера, Джош наконец отвечает: «Приходи смотреть кино». Хотя он и проигнорировал все ее переживания, Сара растаяла от этого сообщения и быстро покинула дом, чтобы встретиться с парнем. Рэйчел Уэйт не работала в этот вечер и хотела провести его в постели Джоша, но он сообщил ей, что будет занят, поскольку должен присматривать за детьми в доме своей сестры. Рэйчел не поверила в это и отправилась на своей машине проверить, чем он занимается. Она была в ярости, когда увидела рядом с домом автомобиль семьи Людеман и стала поджидать Сару, проезжая по дороге туда-обратно. В течение всего вечера Рэйчел отправляла Джошу сообщения, спрашивая, почему он был с Сарой. Молодой человек ответил ей, что она ему больше не нравится и что ей следует вернуться к себе. Когда приближался комендантский час Сары в 23:00, Рэйчел все еще ездила по улице. Через открытое окно было слышно, как она кричит Саре: «Выходи ко мне!». Джош и Сара решили, что ей будет лучше остаться у него, пока Рэйчел не сдастся. Сара предупредила родителей, что задержится, но когда было уже за полночь, она решила уйти. Ее соперницы уже давно не было поблизости. Две подруги попросили Сару подвезти их до Макдональдса. Они вместе сели в машину, но отправились в совершенно другое место, к дому, в котором находилась Рэйчел. Пока они ехали, Саре пришло сообщение от Рэйчел: «Я собираюсь зарезать тебя и твоего мексиканца». В ее сумочке действительно лежал нож, который, как она позже скажет, она взяла с собой, потому что боялась Сару. К несчастью, эти угрозы не были восприняты всерьез. Сара увидела Рэйчел, когда та разговаривала на улице со своими знакомыми. Она резко остановила машину и, оставив ключи в замке зажигания, выскользнула из салона, после чего между девушками завязалась драка. Никто из свидетелей даже не успел осознать, что происходит, когда Рэйчел вонзила в грудь Сары нож. Она дважды ударила ее, после чего позволила жертве вернуться к машине. Схватившись за грудь, Сара упала на водительское сиденье. Ее руки были липкими от собственной крови. Она позвонила Джошу со словами «больно» и попыталась выйти обратно. Истекая кровью, Сара лежала на обочине, вспыхнула паника. Один из свидетелей позвонил в 911 и попытался остановить кровотечение. Джош пробежал 2 квартала до дома семьи Людеман и сказал отцу Сары, что его дочь ранена. Они вместе примчались на место происшествия. Минивэн, на котором уезжала девушка, все еще стоял с незаглушенным двигателем. Вокруг Сары столпились медики, у нее почти не было пульса. Отец бросился к дочери, но полицейские оттащили его обратно. «Я знал, что она умрет», — сказал позже Чарльз Людеман. «Я знал, что никто ничего не сможет сделать». Сару увезли на скорой в больницу. Джош оставался за стеной кабинета, в котором врачи безуспешно пытались ее реанимировать. Он отказался войти внутрь, потому что, по его словам, «не могу видеть Сару такой». Ее отец ответил: «Ты причина, по которой она такая». После полуночи Сара Людеман скончалась.
Арест и приговор Рэйчел Уэйд. После того, как Рэйчел нанесла 2 смертельных ножевых удара бывшей сопернице, она спокойно, или в состоянии шока, как она позже заявит, подошла к скамейке, села и швырнула нож на соседний участок. Она оставалась на месте, курила сигарету и наблюдала за происходящим, когда ее окружили полицейские. На их вопросы Рэйчел отвечала, что просто пыталась себя защитить и не знает, что происходит. О смерти Сары ей сообщили уже в отделении полиции, после чего она начала рыдать. Но даже после того, как ее арестовали, она все еще не осознавала всю серьезность своего положения. Разговаривая с друзьями и семьей по телефону, девушка постоянно строила планы, чем займется, когда ее отпустят. Во время допросов она утверждала, что действовала в целях самообороны. По ее мнению, то, что случилось, было ошибкой Сары, а не Рэйчел. Эту же версию она повторила на суде в 2010 году. Ее адвокат Джей Хеберт заявил, что подсудимая была очень напугана, поскольку Сара Людеман была крупнее и приехала драться вместе с не менее агрессивными подругами. Также он упомянул об их долгой вражде и о том, что ранее Сара и ее друзья начали приходить в кафе, где работала Рэйчел, чтобы всячески ее унижать и доводить до слез. Но у другой стороны были гораздо более весомые доказательства того, что Рэйчел представляла собой настоящую опасность. Защита собрала все аудио и текстовые сообщения, оставленные Рэйчел за 8 месяцев их конфронтации с Сарой. Они были полны брани, оскорблений и предупреждений о скорой расправе. «Ты не понимаешь, когда надо остановиться. Ты еще не усвоила урок, но я собираюсь научить тебя. Ты толстая сука, и я собираюсь, черт возьми, убить тебя, клянусь своей жизнью». После того, как присяжные заслушали все материалы, Рэйчел стала утверждать, что Людеман также угрожала ей, но она удаляла сообщения и не может их продемонстрировать. Она добавила, что все эти слова были только подростковыми разборками, и они не должны были воплотиться в реальность. «Я никогда не собиралась этого делать», — говорила обвиняемая. Но суд посчитал, что убийство Сары не было случайностью, ведь в драке участвовали и 2 другие девушки, которых якобы боялась Рэйчел, но они абсолютно не пострадали, хотя и нанесли ей больше увечий. При этом сила ее удара была такой, что лезвие ножа согнулось, и это совсем не было похоже на попытку защититься. Присяжным понадобилось всего 2,5 часа, чтобы огласить свой вердикт. Они признали Уэйд виновной в убийстве 2-й степени. Рэйчел билась в истерике, пока судья зачитывал приговор. Когда он закончил, она вытерла глаза салфеткой, откинула с лица длинные светлые волосы, заправив их за ухо. Затем в сопровождении полицейского встала и вышла из зала суда, чтобы ее отвезли в тюрьму округа Пинелас. Рэйчел приговорили к 27 годам лишения свободы. Запредельно высокая цена за мальчика, который никогда не любил никого, кроме себя. Почему это произошло? Адвокат Рэйчел прокомментировал, что природа этого трагического дела заключается в том, как молодые люди общаются между собой в социальных сетях. Это просто накапливалось, пока не дошло до предела, пока миры 2 хороших девушек не столкнулись, сказал он. И это урок для родителей. Будьте внимательны к своим детям, следите за тем, как и с кем они общаются, следите за их соцсетями, потому что это место, где никто не отчитывается за свои слова. По мнению психологов, эта трагедия лишний раз доказывает то, что девочки-подростки по-особенному жаждут одобрения со стороны общества, хотят быть лучшими, и что их чувства могут быть слишком сильными, чтобы они могли с ними адекватно справиться. Они не имеют контроля над чем-либо и сами жаждут власти. При этом хорошие девочки нередко тянутся к плохим парням. Это дает им новые ощущения, в том числе ощущение, что они наконец-то делают то, что хотят сами, а не то, что должны. Итак, когда они наконец чувствуют, что принадлежат кому-то или что кто-то принадлежит им, все сводится к собственничеству, говорит доктор Митч Спэро, психолог из Plantation, специализирующийся на работе с подростками. Но плохие парни, такие каким был Джошуа Камачо, редко выбирают только одну девушку. И в таком взрывоопасном возрасте любовный треугольник может быстро перерасти в ожесточенное противостояние. Также эксперты указали, что девушки редко убивают друг друга. По данным Министерства юстиции, в 2008 году в США произошло 6940 убийств, и только в 200 случаях женщины убивали других женщин. Парни, как правило, убивают чаще и делают это во время совершения других преступлений, например, во время ограблений. Для девушек же убийство
почти всегда подразумевает личный интерес. Когда девочка-подросток чувствует, что соперница вторгается на ее территорию, когда она чувствует, что кто-то не уважает ее, это те моменты, которые могут привести к непоправимым последствиям. Что произошло дальше? Похороны Сары Людеман состоялись за месяц до школьного выпускного. Ее родители запретили Джошуа Камачо присутствовать на них. Из-за ажиотажа в СМИ и подорванной репутации Джошуа вскоре переехал в Нью-Йорк. Тем не менее, некоторые его знакомые сообщали, что позже он все-таки вернулся во Флориду и восстановил отношения с девушкой, которая воспитывала его ребенка. После убийства Сары и судебного разбирательства он не делал никаких публичных заявлений, никогда не навещал Рэйчел и не писал ей. Рэйчел в настоящее время отбывает срок в женском исправительном учреждении во Флориде. Предполагаемая дата ее освобождения – 30 августа 2032 года. К этому моменту ей будет больше 40 лет. После убийства Рэйчел дала интервью для американского телешоу «20 на 20» и сообщила, что жалеет о случившемся. «Мне бы хотелось, чтобы мы могли сесть и поговорить с Сарой», — сказала она, «и чтобы нам обеим хватило ума просто понять, что мы заслуживаем лучшего, и уйти». Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, мог ли у этой истории быть другой финал? Или трагическая смерть одного из подростков была предопределена? Верите ли вы Рэйчел Уэйт и ее заявлению, что она просто боялась Сару и пыталась защититься? Свое мнение пишите в комментариях под видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.